Польское радио на русском. Важнейшие встречи произошли в Китае, ряд встреч. Реакция на эти встречи тоже не заставила себя долго ждать. Мы имеем ряд целый заявлений от американского лидера, от европейских лидеров и, собственно, ряд заявлений, которые должны, по идее, приблизить хотя бы окончание войны, но приблизят ли они или, наоборот, они приближают нечто большее и нечто худшее. Поговорили об этом с Алексеем Якубиным, с политологом и членом Международной ассоциации политической науки. Алексей, добрый день, приветствую вас. Приветствую, спасибо огромное за приглашение. Спасибо, что нашли время для разговора. Так вот, собственно, куда движется этот мир? Можно ли сказать, что что-то изменили китайские встречи или изменят встречи в формате там, коалиции желающих и так далее? Ну, мне кажется, что китайские встречи на самом деле показали, как минимум, я думаю, Дональду Трампу, что на данный момент его усилия, попытки оторвать, как он считал, Россию от Китая, предложив на Аляске и до этого, да, через Стива Виткова разные моменты, что вот если Россия согласится активнее работать с Западом, остановить российско-украинскую войну, то вот, как бы, грубо говоря, часть санкций, возможно, США готовы снять, и тут и другие да, плюшки, условно, возвращения в G7 и так далее, что это не сработало на данный момент. Да? То есть так выглядит, что у Трампа было почему-то такое убеждение, что Аляска должна будет стать таким ключевым для него вот эта встреча, да, способом убедить Путина и оторвать, условно говоря, поменять вектор России из Китая на Запад, да, на Соединенные Штаты Америки как минимум. Но на самом деле, если мы посмотрим теперь ТОС и посмотрим все последующие заявления, которые происходили после встречи, да, саммита Шанхайской организации сотрудничества, то, что говорил Трамп, то, что говорил, прошу прощения, Си Цзиньпинь, то, что говорил Путин и так далее, то похоже, что вот этот маневр Трампа не удался. И вот тут вопрос, как дальше Белый дом будет действовать. То есть считает ли Трамп, что его попытки перетянуть Россию, да, вытащить их из объятий Си Цзиньпиня сработают, или же он будет готов переходить к другой стратегии. То есть из того, что я сейчас вижу, мне кажется, Трамп пока что не до конца для себя понимает, что ему делать дальше. Потому что, скорее всего, у него был план А, грубо говоря, а плана Б, если пойдет что-то не так, мне кажется, что, возможно, он еще не думал над этим, или его команда не думала над этим. И поэтому мы слышим из заявлений Белого дома, пока мы не слышим про новые санкции, да, по поводу России, мы слышим о том, что он дает еще какое-то время, для того, чтобы посмотреть. Он что-то знает, как Трамп сказал, да, что он знает там о Путине, это вскроется и так далее и тому подобное, но он пока не показывает готовность перейти к более жесткой, я бы сказал, политике кнута в этом плане по отношению к России. Почему так? Я на самом деле не исключаю, что, возможно, мы понимаем, в окружении Трампа есть разные группы, да, и я не исключаю, что группа, которая вот связана, и тоже Стив Витков, который, по сути, для Трампа выполняет вот эти переговорные функции с Россией, что, возможно, они говорят, что да, еще все можно поменять, еще как бы это нерешенно, ну, то есть тут нужно пойти на какие-то договоренности. Я не исключаю, что, возможно, эта группа озвучивает тезис по поводу того, что Белому дому нужно усилить влияние, если на Россию не получается, то на Украину. Я не исключаю этого, мы не можем этого исключить, да, что, возможно, они предлагают какие-то такие варианты. Потому, если мы говорим в целом, вот как бы вся эта ситуация, она, мне кажется, еще раз нам показывает некую неопределенность сейчас в Белом доме все-таки по поводу российской стратегии. То есть, если у Трампа считали, что вот история с 20% пошлинами ну, на российскую нефть, да, которую Индия экспортирует, плюс к тем пошлинам, которые уже вводились, что это сработает, и Индия как бы будет готова, а Индия, а с ней и другие страны, да, помельче, да, они поймут, что, ну, как бы США готова ограничивать Россию, то так, как мы видим, это тоже не сработало, потому что по факту мы заметили, ну, как сказал Син Цзиньпинь, попытку танца дракона и слона,
да, и попытку выстроить какую-то тут новую модель. А Россия, на самом деле, как мы видим, она пытается еще и в эту модель встроиться, да. Понятно, что она несопоставима по потенциалу, по населению или по экономическим моментам ни с Индией, ни с Китаем, да, хотя территория огромная, но вот они пытаются еще как-то, как мы видим, пытаются вскочить сюда, да, условно где-то, знаете, как я бы сказал, попытка со стороны Москвы создать что-то наподобие альянса 2-1. Ну, потому что 2 это Индия и Китай, и через запятую, ну, тут сложно даже назвать, там половина, да, ну, если даже процентом ВВП мы говорим, да, у России в мировом масштабе. То есть, и поэтому коалиция желающих, вот, которая происходит сейчас в Париже, насколько я понимаю, во многом, ну, она действительно пока что является теоретической. Тут можно согласиться с президентом Украины, потому что пока что мы не видим каких-то решений, да, которые бы показывали, что вот она сформировалась и уже готова дальше действовать. Но она, скорее всего, будет попытка коллективного убеждения Трампа, потому что мы знаем, что будет после этой встречи общения с Трампом, да, и у президента Украины отдельная. То есть, и, скорее всего, это попытка, как вот было после встречи на Аляске, когда приехала целая группа европейских политиков в Белый дом, убеждать Трампа после ШОС, да, после всех вот этих, после парада, который Трамп сказал, что это было только исключительно для него, все это было организовано, да, убеждать Трампа поменять как-то свою стратегию, в том числе, я так понимаю, и по санкционам, и по поводу вопросов продажи оружия, и, возможно, вот эта тема гарантии безопасности, которая, ну, как бы, наверное, уже немножко набила оскомину, но вот последние недели она активно обсуждается, в каком формате это может быть. И мы знаем, что США, по сути, пока что выглядит так, что они готовы это все передоручить на Европе, а самим просто выступать в роли такого координатора своеобразного. Выглядит на самом деле, по крайней мере для меня, очень похоже исторически. Не то чтобы я сам это видел, но изучая историю перед Первой мировой, перед Второй мировой, когда Европа уговаривала Штаты включиться и уговаривала Штаты, ну, я упрощаю, естественно, это не то чтобы уговаривала, но по сути уговаривала Штаты присоединиться стать на добрую сторону и принять участие. Ну а здесь по поводу парада, который организовывали в Китае, действительно очень странная история и очень интересная история, потому что, ну, не то чтобы впервые, но очень редко Си показывает свои ядерные стратегические силы, давайте их так назовем, свое ядерное оружие, а тут, более того, еще и собрал диктаторов из соседних стран, которые тоже имеют ядерное оружие, и показал не только им, но и показал всему миру это ядерное оружие. И после этого собирается коалиция желающих. И действительно похоже на то, что этот парад был для того, чтобы показать что-то Дональду Трампу. Но сбалансируют ли европейские лидеры вот это показательное выступление? Потому что, ну, мне кажется, это опять же субъективное мое, что Трамп больше реагирует на ядерное оружие, на демонстрацию силы, чем на уговоры европейские. На самом деле, тема ядерного оружия для любой американской администрации после 1945 года – это одна из ключевых вопросов. Если мы посмотрим на даже последние истории с Ираном, например, да, до этого можно отмотать и другие кейсы, то у США тема нераспространения ядерного оружия, ограничения по его использованию и так далее, независимо какая администрация, это демократы или республиканцы, приходят в Белый дом, это как бы такая одна из ключевых линий, которую США проводит. И я думаю, что, конечно же, об этом, кстати, знают, очевидно, в Пекине прекрасно, и они этим пользуются, да, то есть они понимают, что вот эта тема, она как бы для США будет, ну, как бы резонансна. Но я хотел бы все-таки отметить тут другой момент, что все-таки со стороны Пекина с 2022 года звучали заявления о том, что использование ядерного оружия, ну, например, в контексте там, российско-украинской войны и так далее, это неприемлемые линии, да, и я пока не слышал, что Китай готов как-то менять эту позицию, да, то есть, да, они продемонстрировали свое вооружение, но вот эта линия на то, что ядерное оружие нельзя использовать, а оно как бы скорее для острашки, да, используется. Мне кажется, что пока что официальная Пекина, она есть, и это влияет на Россию, потому что, ну, по факту мы видим, что Россия тоже же время от времени пытается вытягивать вопрос с ядерным оружием, да, но мне кажется, на данный момент, учитывая позицию Пекина, а Россия
находится тут в объятиях Си Цзиньпиня, и они смотрят, что он говорит, и думают. Я думаю, что вряд ли они будут готовы пойти на такое прям, ну, скажем так, противоречие заявлений Си Цзиньпиня. Но для Трампа, да, тема ядерного оружия, конечно же, это та тема, которую он, учитывая многодесятилетнюю традицию американских администраций, он ее вытягивает. Она понятна американцам, потому что есть все равно страхи, связанные с ядерным оружием, и хотим мы этого или не хотим, но как бы это отчасти где-то работает на какие-то аудитории, да, поэтому, да, для Трампа, я думаю, что вот этот вопрос, он еще раз может постараться, и я не исключаю, что, кстати, в этом и была цель парада, скажем так, для своего избирателя сказать, вот, видите, поэтому я стараюсь вести переговоры. Ну, то есть, потому что, ну, там есть ядерное оружие, мы должны как бы договариваться, как его ограничивать и так далее. То есть для части избирателя Трампа, я думаю, это как бы работающий абсолютно аргумент. А с другой стороны, Пит Хексет вышел к прессе несколько дней назад, простите, он вышел с тем посылом, что Дональд Трамп отдал приказ привести вооруженные силы в современный вид, и возобновить там дух воина там, и так далее, он об этом говорил. Но тем не менее, ясно, что США не готовятся к войне, но какой-то такой слабоватенький ответ, но все-таки ответ. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.